Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала! Не так давно свет увидел Geely Emgrand X6 Pro, который также носит название Geely Vision X6 Pro. В целом, это обновленный Emgrand в новом корпусе, но и с новой начинкой. Без этого китайцы в принципе не могут. Зачем создавать новое, если можно переделать старое? Но не будем столь скептичны и попробуем разобраться подробнее, чем примечательна новая модель, и сделаем это прямо сейчас, пока Geely не успели переделать что-нибудь еще. В новой модели отличается передок. Фары так и остались галогеновыми, и LED-версии ждать не стоит. Зато фонари соединились с световодом. Водопадная решетка заменила круги на воде. Оба бампера новые, колеса 18-дюймовые, шины 225 на 60 R18. О размерах ничего не сказано, значит они прежние. Длина 4546 мм, ширина 1834 мм, высота 1715 мм. Между осей 2661 мм, так что новинка будет такой же крупной. Дизайн передней части получился солидный, без новомодных дизайнерских включений. Этакий закос на представительский класс авто. Сбоку дизайн также строгий и аккуратный. Отличительной особенностью можно отметить небольшое окно в задней части кузова, прямо за стеклом задних дверей. Оно имеет своеобразный воротник, как продолжение кузова. Задняя часть довольно стандартная. Массивный бампер, два декоративных отверстия в нижней части, прикрытых сеткой. Дверь багажника аккуратная, с большим окном для обзора сзади. Фары, как и полагается, разделены на две части. Первая часть находится на кузове, а вторая на двери багажника. Причем визуально фары соединены полупрозрачным каналом, по центру которого скорее всего будет базироваться дополнительный стопорный фонарь. А сейчас глянем, что нам приготовили в салоне. В интерьер в машине выдержан в строгом классическом стиле. Этакий эконом-вариант кроссовера от Mercedes. На рендерах можно определить цветовую гамму, она выдержана в теплых и черных тонах. Скорее всего, салон будет либо из эко-кожи, либо из похожего материала. Приборная панель цифровая, справа от нее базируется мультимедийный дисплей. Ну и над ней, как обычно, мультируль. Такое ощущение, что Китай использует мультируль вообще везде. Дефлекторы стали продолговатыми, а дисплей теперь размером 8 дюймов вместо 7. Рычаг КПП удобный, с продолговатым оголовьем. Между передними сиденьями расположился закрывающийся контейнер. В целом салон более чем просто достойный, он действительно соответствует дизайнерским стандартам Европы, что для китайского автопрома редкость, ведь китайские проектировщики готовы интегрировать в торпедо любой гаджет, это же Китай. Но тут все по классике. Двигатель у Geely Vision X6 Pro для Китая прежний. В России и странах СНГ он ранее не устанавливался. Это современный, экологичный по выбросам, в Китае за этим очень сильно следят. Турбомотор на 1,4 литра и мощностью 141 лошадиная сила. Привод у X6 Pro только передний, а выбор коробок передач сокращен. Это удивительно, но Geely Vision X6 Pro предлагался с двумя автоматическими трансмиссиями. Простые версии имели шестиступенчатый автомат, а машины подороже вариатор. Теперь остался только классический автомат. Есть и механическая коробка передач. Учитывая возможности современных турбомоторов, а именно малый расход бензина, высокий крутящий момент, причем постоянный во всей рабочей зоне оборотов, ему отнюдь несложно будет крутить гидроавтомат. Опять же, в отличие от вариатора, в нем достаточно лишь вовремя менять масло. Каждые 60 тысяч километров, вариаторы каждые 40 или раз в 5 лет. В зависимости, что наступит ранее. Да его там несущественно больше в гидроавтомате, порядка 6-8 литров. Но лишь вовремя меняя масло, вы не попадете ни в какие ремонты и замены. Эта КПП самая дорогая в производстве, самая прожорливая по расходу мощности двигателей и по бензину. Но она и самая надежная из всех видов КПП. Стоимость модели варьируется от 9 тысяч до 14 500 долларов, в зависимости от комплектации. Но на этом мои полномочия все. Я прощаюсь с вами и отправляюсь на поиски нового претендента для обзора, пока Китай не успел переделать что-нибудь еще. До связи в новых выпусках!